Что ждет рыб в апреле? Давайте посмотрим на моих картах. Я астролог и таролог. Я раскладываю карты по моему методу. 6 карт, 6 осей гороскопа, все сферы жизни. И плюс у нас еще вторая колода Старкоды, где мы тоже будем спрашивать совет, предсказания для рыб. Итак, первая карта. Восьмерка жезлов. Ну, может быть, вы с вашим партнером, с людьми, которыми вас, близкими людьми, которые вас окружают, решили выстроить какую-то небольшую оборону. Может быть, у вас были какие-то споры, выяснения отношений, и сейчас вы занимаете некоторую оборонительную такую позицию относительно каких-то вопросов. Но активно все равно вы бы хотели какой-то активности в отношениях. Что это может означать? Сейчас мы посмотрим. Карта Иерофанта в секторе таком финансовом может говорить о том, что деньги к вам, рыбы, приходят просто с небес, от Вселенной, потому что Иерофант — это духовная карта. Может быть, вы, конечно, работаете в сфере творчества, какого-то духовного наставничества, это тоже тогда благоприятно. Здесь у вас будет почет, уважение. Может быть, вы будете составлять какую-то карту желаний, загадывать, какие-то делать специальные ритуалы денежного характера, прибавления денег. А также это какая-то помощь государства, государственные выплаты. Муж, если муж, отец, какой-то человек официальный к вам, тоже может помогать вам финансово деньгами. И работа в сфере преподавания, например, в сфере каких-то лекций дополнительных. Тоже Иерофант довольно мощная карта, поэтому я могу сказать, что, скорее всего, рыбы не должны чувствовать никаких проблем с деньгами, только если они не будут чувствовать свою какую-то внутреннюю вину, потому что они недостойны этой зарплаты, или они недостойны этих денег, или, может быть, там деньги ничто, да, Бог, религия, там, духовность, это все. Может быть, конечно, и такое будет у кого-то, что вы действительно отказываетесь от какого-то комфорта, материальных благ, берете на себя какую-то аскезу, пост для того, чтобы, ну вот, отдохнуть там, да, или перестроить как-то свои мысли. Такое тоже может быть вполне возможно. Но в негативе это то, что у вас есть комплекс того, что вы не заслуживаете большего. Карта Император в третьем секторе. Здесь у нас уже был, да, Иерофант, Император. Это какие-то мужчины, с которыми вы общаетесь, ведете переписку, документальные какие-то вопросы подписываете. Третий сектор Император — это муж, брак, официальный брак, либо расторжение брака, либо какие-то документы, договорные отношения с вашим мужем. Вписываете там мужа, например, куда-то, или он вас вписывает. Может быть, конечно, и ваш отец, и даже брат, допустим, который как-то помогает вам. Может быть, это новый автомобиль, новое транспортное средство. Это вообще даже официальный брак у некоторых рыб здесь может быть, потому что все-таки Император относится более к 10-му дому. Здесь у нас сектор документов, какие-то оформления. Если вы ждали вид на жительство в какой-то стране, какую-то визу, здесь тоже очень хорошо могут продвинуться по этой карте ваши дела. Вам может поспособствовать какой-то покровитель вышестоящий, или благодаря какому-то мужчине вы справите там ваши документы, получите новый паспорт и другие всякие сертификаты, дипломы. Может быть, вы займете новую позицию, когда получают кандидат, доктора наук, да, новый вот такой учебный сертификат, диплом. А здесь у нас туз мечей. Туз мечей тоже карта такая, может говорить о каких-то документальных вопросах и официальных каких-то инстанциях. Поэтому я не знаю, здесь рыбы, у вас затмение, да, которое проходит сейчас у нас в марте-апреле. Так, я вот смотрю, у рыб это как раз сектор денег, финансовый сектор. Потом планеты перейдут в третий сектор, интересно. Ну да, тогда здесь у вас действительно будет финансово, документальные какие-то вопросы. И еще
решение, может быть, у кого-то судебное решение, может быть, это ваши личные решения, да, в жизни, и на эти решения может повлиять какой-то мужчина-император. Здесь такой тоже может быть родитель, отец. Перемены на вашей родине, в том месте, где вы живете, в том месте, где вы работаете, да, начальство может меняться. То есть вот такое направление очень фундаментальное какое-то может у вас укрепиться, поменяться, либо улучшиться, да, либо, например, кто-то поспособствует переходу на новую должность для вас, потому что эти карты довольно-таки статусные и мощные. Может быть, это вообще не зависит от вас, например, какие-то перемены в государстве, да, и ваша деятельность зависит от этих законов, соответственно, и повлияет и на вашу деятельность. Карта дьявола. Да, это интересно. Но здесь, конечно, творчество. У вас какое-то просто дьявольское творчество. Может быть, вы интересуетесь эзотерикой, но дьявол — это не всегда негатив, конечно. Хотя дьявол — это могут быть какие-то места, например, такие ночные клубы, стриптиз-клубы. Что у нас еще по дьяволу? Ну, может быть, какие-то патологоанатомические места, кладбища, да, и вот это вот, но не обязательно. Дьявол — это, скорее всего, что-то связанное с зависимостью. Это казино, игровые автоматы. Может быть, действительно здесь вы пытаетесь заработать денег, и у вас новое хобби — это зависимость от азартных игр. Либо вы тратите деньги в каких-то клубах, ресторанах, даете деньги там, не знаю, стриптизером, но это в самом таком негативном варианте, да, потому что дьявол может давать вот такие низменные развлечения, а это сектор развлечений. А еще дьявол, конечно, показатель может какого-то быть человека, который развращает вас, и вы и с ним не можете быть, и без него не можете быть. И вот это такая тяжелая связь между вами, которая, с одной стороны, причиняет вам боль, а с другой стороны, вы как бы зависите, и все равно еще хотите видеть этого человека. Это могут быть зависимости сексуального характера, там просто какие-то неблагоприятные зависимости. Будьте осторожны в плане детей и их творчества, да, потому что это у нас еще сектор детей, ребенка, потому что здесь дети могут тоже вставать на какой-то неправильный путь, может быть, они впервые пробуют алкоголь или входят в круг какой-то не очень благоприятной компании, и их мысли какие-то могут быть очень разрушающие, негативные. Дети могут быть в какой-то депрессии, например, из-за вас или из-за какой-то другой семейной обстановки. Поэтому по карте дьявола здесь могут быть вообще дела с детьми, например, вы нечестным путем хотите вывести своего ребенка за границу, или как-то манипулируете своим ребенком, или ваш бывший супруг, супруга манипулирует ребенком, да, и вы как бы страдаете от этого, потому что все-таки дьявол несет в себе определенный негатив. А здесь у нас тройка мечей. Тройка мечей говорит о том, что вы думаете о чем-то, волнуетесь, плачете, может быть, по ночам, либо какие-то мысли не дают вам покоя, волнения. И здесь у нас уже были мечи. Это может быть связано с недвижимостью, с местом, где вы живете, с вашей обстановкой внутри семьи, дома, либо на работе, с вашей должностью. Может быть, вы не справляетесь, вам тяжело, коллеги вас буквально заклевали, там, да, или очень-очень много обязанностей, у вас нет энергии. Или, например, столько документов, что вы не можете всю эту информацию освоить, и из-за этого идет энергия на спад. Это может быть связано с вашей работой, у кого-то с домашней обстановкой. Домашняя обстановка, в том числе домашние животные, например. Тоже вы думаете, там, например, куда их пристроить, или как-то не хватает у вас времени. Давайте возьмем советы из колоды Острокоды для рыб. Что здесь может быть? Спросим, и какой совет, почему здесь выходит карта дьявола и тройка мечей. Конечно, у многих рыб апрель может принести перемены в сфере финансовых заработков,
источник дохода ваш меняется. Даже если уходит старый, появляется новый. Поэтому здесь, может быть, вы волнуетесь, потому что все новое, конечно, может вас пугать. Итак, что скажет Старкоды колода? Карта Венеры. Венера очень хорошая карта. Это какая-то гармония. Это, опять же, деньги, любовь. С чем здесь может быть это связано? Так, с 4-м сектором. Сектором ваших корней, вашей недвижимости, ваших родителей. Может быть, вам стоит обратить внимание на ваш род, семью, опять же, на место вашего жительства, вашего, может быть, как-то, да, заземлиться, да, несколько заземлиться и, может быть, как даже перейти в другое жилье, которое ближе к корням, к земле находится, да, заняться какими-то вопросами земледелия. Еще раз 4-й сектор. Ну, то есть это опять сектор семьи, недвижимости, ваших родителей. Вот там вам нужно искать силы. Может быть, отдохнуть, может быть, взять отпуск. И либо что-то переделать там, в 4-м секторе. С недвижимостью здесь какие-то дела. Может быть, из-за них вы волнуетесь, но они будут гармонизированы. И особенно, когда перейдут планеты в 3-й сектор, то здесь у вас, у многих рыб, даже может быть какой-то переезд, либо ремонт, либо много разных поездок. Да, зодиака рыб. Рыбы — это вы сами, ваш 1-й сектор, да. Дискомфорт. Ну, здесь что-то вам причиняет дискомфорт, да, дорогие рыбы. И, скорее всего, это много факторов. И работа, и ваша повседневная жизнь. Вы чувствуете какую-то усталость. Но по карте дьявол я могу сказать, что вы сами во многом себя разрушаете. Ваше творчество, рыбы — знак творчества. И здесь выходит дьявол. Поэтому, скорее всего, может быть, вы действительно зависите от чего-то. И эта зависимость вам ослабляет вашу энергию, да, это как бы много думать, писать какие-то документы, это не совсем рыбья тема, да, вам бы лучше, конечно, творчество, отпуск. По иерофанту это медитации, какие-то практики, красота, больше красоты, гармонии в свою жизнь необходимо внести, потому что вы сейчас в апреле чувствуете какой-то дискомфорт. Но, может быть, это тоже нормально, потому что все-таки планеты в секторе огня, да, вот этот сезон Овна, это не совсем ваш сектор, огонь, вода иссыхает, да, вода очень бурлит, когда много огня, поэтому, скорее всего, ближе к концу месяца, к концу апреля, когда уже пойдет сезон Тельца, вы будете чувствовать себя лучше. Да, тут у нас Скорпион выходит. Это какая-то внутренняя трансформация, причины какие-то внутренние. Может быть, невысказанная сексуальная энергия у многих рыб. Потому что здесь карта Иерофанта, если на более глубоком уровне смотреть, то, может быть, долго у вас не было каких-то настоящих интимных сексуальных отношений. Или вот этот пар вы давно не выпускали, да, не было у вас какого-то адреналина здорового, и много негатива скопилось. И таким образом тело уже вам дает совет, что, может быть, вам нужно действительно, ну, как-то что-то переработать в себе, в своей повседневности, в своем характере. И Скорпион — это, в общем-то, мощная энергия, опять же, энергия водная, которая вам близка. Может быть, вас мучает ревность, мучают какие-то вопросы, связанные с деньгами, да, потому что деньги вашего партнера. Может быть, ваш партнер не так много зарабатывает, да, тоже вы волнуетесь на этот счет. Скорпион может давать вот такие переживания какие-то на внутреннем уровне, преодоления какие-то внутренние, которые могут быть у многих рыб в апреле. Но я надеюсь, что вы все преодолеете и все самое лучшее возьмите из этого расклада, чтобы вот у вас Венера
и корни вашего рода, да, и 4-й дом, чтобы вы нашли покой, силу и удовлетворение в ваших корнях, в силе вашего рода, в вашем повседневном образе жизни, чтобы вы действительно смогли набраться силы, гармонии и снова воспряли духом, и к концу апреля уже были сильны встретить стеллиум планет в знаке зодиака Телец, что означает ваш 3-й сектор, и там у вас будет много какого-то общения и денежного поступления, в том числе, потому что Венера будет в прекрасном Тельце. Так что желаю вам счастья, успехов во всех делах. До встречи на моих новых видео. С вами была Татьяна Минь. Всем пока!